Это необычная рекламная кампания. Речь идет о моменте, когда мир неосознанно осознал одну вещь: центр культурной гравитации смещается. Февраль 2026 года был необычным месяцем. Когда Cerealine запустила свою последнюю кампанию, внимание не остановилось на логотипе. Оно сразу же указывало на одно имя – Ким Тэ-хён. В считанные минуты глобальный алгоритм отреагировал, словно его поразил электрический разряд. Twitter, X, Google, YouTube, TikTok – все заработало. Не просто попало в тренды. Это было доминирование. Вопрос не только в роскошном наряде стоимостью более $10 000, которые он носил. Не только в строгом черном костюме, эффектном красном шарфе или в том, как каждая вещь мгновенно стала востребованной, вызвав всплески поисковых запросов на мировых торговых площадках. Что важнее, какова истинная ценность одного имени? Сколько может потратить такой престижный бренд, как Cerealine, на одну кампанию? И почему инвестиции в миллионы долларов кажутся незначительными по сравнению с влиянием, которое оказал этот участник BTS? Сегодня мы разберем все это, от предполагаемых глобальных затрат на рекламные кампании и гонораров амбассадоров мирового класса до того, как один взгляд может изменить цифровую экономику на разных континентах. Это не просто мода. Это массовая психология. Это бизнес-стратегия. Это история поп-культуры, которая пишется прямо у нас на глазах. В феврале 2026 года мир увидел не просто новую модную кампанию. Мир стал свидетелем сдвига в культурном пространстве. Один визуальный релиз, одно имя, и за считанные минуты глобальные алгоритмы сдвинулись с места, словно под воздействием электричества. Февраль 2026 года начался с одного слова, эхом разнесшегося по международной индустрии моды: впечатляюще. Легендарный французский модный дом Cerealine официально выпустил свою последнюю кампанию. Но внимание не остановилось на логотипе. Оно устремилось прямо к одной фигуре, стоящей в минималистичной белой рамке, Ким Тэ-хёну. Через несколько минут после публикации видео и фотографий на официальных глобальных каналах ленты социальных сетей превратились в сцены восхищения. Ключевые слова, связанные с его именем, резко выросли в поисковых трендах в режиме реального времени. Платформы, такие как Twitter, X, Google Trends, YouTube и TikTok, зафиксировали резкий всплеск активности. Это был не просто ажиотаж. Это было алгоритмическое доминирование, феномен, когда одно имя контролирует трансграничные разговоры в промежуток времени, который практически невозможно измерить вручную. Ким Тэ-хён появился в черном двубортном шерстяном пиджаке Cerealine, четко структурированном черном шерстяном костюме с выразительными плечами и строгим силуэтом, стоимость которого оценивается в $3200–3800 США. Эта вещь была не просто одеждой. Это была визуальная архитектура, излучающая дисциплину и силу. Эстетическая игра на этом не закончилась. Он дополнил образ черной шелковой юбкой саронгом Cerealine с принтом, ярко-красной шелковой тканью с черными графическими рисунками, эффектно завязанной на талии, стоимость которой оценивается в $1500–2000 США. Сочетание черного и красного было не просто цветовым контрастом. Это был диалог между спокойствием и огнем, контролем и страстью. В психологии цвета красный цвет вызывает сильные эмоциональные реакции, усиливая концентрацию внимания и учащее сердцебиение. Тэ-хён находился в самом центре этого визуального напряжения, обладая одновременно острым и мягким взглядом, симметричными чертами лица, четкой линией подбородка и пропорциональным носом, что усиливало впечатление элегантности и загадочности. Вопрос о том, сколько Cerealine пришлось потратить на свою последнюю кампанию с Ким Тэ-хёном, весьма интересен. Точные суммы контракта являются конфиденциальными и никогда официально не разглашаются. Тем не менее, основываясь на мировых стандартах индустрии роскоши и отчетах аналитиков по маркетингу моды, можно сделать рациональную оценку. Для глобальной кампании высокой моды, включающей фото и видеопроизводство международного уровня, первоклассных фотографов, элитные команды стилистов, трансконтинентальную цифровую рекламу, дистрибуцию, билборды, размещение в престижных модных журналах и глобальную стратегию запуска. Затраты на производство и распространение могут составлять от 2 до 10 миллионов долларов или даже больше, в зависимости от масштаба и эксклюзивности.
Помимо затрат на визуальное производство, наибольшую составляющую составляет сам контракт с амбассадором бренда. Для такой влиятельной фигуры мирового масштаба, как Ким Тэ-хён, также известный как участник группы BTS, предполагаемый годовой гонорар в качестве глобального посла класса люкс обычно составляет от 4 до 8 миллионов долларов в год. В некоторых случаях эта сумма может превышать указанную, если включает в себя глобальную эксклюзивность, право на использование изображения в нескольких странах и бонусы за результаты рекламных кампаний. Эта сумма соответствует контрактам с ведущими международными знаменитостями, обладающими измеримым глобальным потенциалом продаж и экономическим влиянием. С точки зрения бизнеса, эти цифры выглядят разумными благодаря расчету ценности заработанного медиа и EMV, ценности охвата аудитории, генерируемой органически за счет взаимодействия со СМИ и общественностью. В предыдущих отраслевых отчетах говорилось, что Тэ-хён за несколько месяцев приносит брендам, сотрудничающим с ним, сотни миллионов долларов в виде медийного охвата. Это означает, что если компания стоит десятки миллионов, включая контракты с амбассадорами, то полученная в результате известность и рост продаж могут значительно превысить первоначальные инвестиции с точки зрения возврата инвестиций. Это объясняет, почему крупные модные дома готовы вкладывать значительные средства в одну глобальную фигуру, поскольку влияние распространяется не только на имидж, но и на прямой поисковый трафик, продажи продукции и позиционирование бренда на азиатских и мировых рынках. Короче говоря, если сложить глобальные затраты на производство компании и предполагаемое вознаграждение Тэ-хёна, общие инвестиции Серлин в один крупный рекламный цикл могут достигать десятков миллионов долларов США. Однако, учитывая вирусный эффект, всплески поисковых запросов и потенциальное увеличение продаж каждый раз, когда он появляется в официальной кампании, эта сумма рассматривается в индустрии моды как стратегическая инвестиция, а не просто рекламные расходы. На крупном плане был запечатлен объемный шелковый шарф Серлин с графическим рисунком, эффектно обернутый вокруг его шеи, стоимостью от 650 до 900 долларов США. Красный шелковый шарф почти полностью закрывал его лицо, но при этом подчеркивал глубокий взгляд и элегантное меланхоличное выражение. Камера запечатлела гладкость его кожи и четкие черты лица, создавая впечатление интимности и недоступности. В этот момент реакция публики переросла в реальные действия. Количество поисковых запросов по вещам, которые носил Тэ-хён, значительно возросло на международных торговых площадках. Количество связанных ключевых слов резко увеличилось. Аналогичные товары на крупных платформах электронной коммерции, таких как Amazon и Alibaba, также показали рост трафика. Это явление еще раз подтвердило экономическое влияние фигуры, также известной как участник BTS, группы, которая побила мировые рекорды музыкальной индустрии и создала фан-базу в разных странах. На другом портрете Тэ-хён положил лицо на ладонь, закрыв глаза, словно погруженный в безмолвное созерцание. Черный костюм выглядел еще более архитектурно под минималистичным освещением. Чистый белый фон подчеркивал каждую линию его силуэта. Здесь роскошь не кричала, а шептала. Ее эхо разносилось по всему миру. В этом сила образов. Когда визуальная простота встречается с аурой мировой иконы, результат не просто эстетичен. Он становится культурным событием. Финальный портрет в полный рост усилил нарратив современной роскоши благодаря длинному шерстяному пальто Серлин черного цвета, оцениваемому в 4000–4800 долларов США, в сочетании с серым вязаным свитером стоимостью около 900–1200 долларов США и черными шерстяными брюками с высокой талией, оцененными в 1200–1600 долларов США. Завершающим штрихом стали ботинки Челси Серлин из коричневой телячьей кожи с ремешками, оцениваемые в 1100–1400 долларов США. Общая стоимость образа легко превысила 10 тысяч долларов. Однако по-настоящему шокировала публику не цена. Тэ-хён оживлял каждую деталь, используя спокойные жесты и непринужденную харизму. С момента объявления его глобальным амбассадором Серлин несколько лет назад, Тэ-хён стал значимым представителем трансформации имиджа модного дома на азиатском и мировом рынках. Индустрия моды понимает, что кей-поп-звезды обладают необычайной коммерческой хваткой. Но в февральской кампании 2026 года было нечто большее, чем просто маркетинговая стратегия. Была художественная легитимность. Была последовательность повествования. Он не выглядел как знаменитость в дорогой одежде.
Он выглядел как органичная часть творческого видения модного дама. Февраль 2026 года теперь запечатлен как момент, когда мода и музыка снова встретились в одном точном кадре. Когда один взгляд стал сильнее тысячи рекламных слов. Когда один фотокадр вызвал волну глобальных поисковых запросов и укрепил позицию артиста как культурной иконы в разных индустриях. Сырлин Ким Тэ Хён не просто носил роскошь. Он оживлял ее. И снова миру оставалось только с восхищением наблюдать за этим. Февраль 2026 года был не просто месяцем запуска рекламной кампании. Это был момент, когда мир стал свидетелем того, как одно имя может изменить направление глобального обсуждения. Когда Сырлин выпустила свои визуальные материалы, это повлияло не только на индустрию моды. Это повлияло на мировые алгоритмы. И в центре этого минималистичного белого кадра стояла одна неоспоримая фигура – Ким Тэ Хён. Речь идет не просто об одежде стоимостью более $10 тысяч. Не просто о черном костюме, красном шарфе или роскошных кожаных сапогах. Мы стали свидетелями сдвига в культурном пространстве алгоритмического доминирования. Когда имя Тэ Хёна за считанные минуты захватило Twitter X, Google Trends, YouTube и TikTok, это не было совпадением. Это был эффект. Это было реальное влияние. Это была сила участника BTS, который больше не просто айдол, а глобальная икона, влиятельная в разных индустриях. И теперь вопрос, это всего лишь модная кампания или начало новой главы еще большего влияния? Одно можно сказать наверняка, мы будем продолжать наблюдать, анализировать и видеть, как доброта, артистизм и необычайное влияние Ким Тэ Хёна формируют мировую культуру. Потому что это еще не пик. И когда придет следующая волна, мир будет наблюдать.